Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Львова. Традиционно с цифрами разберемся, что произошло на первичном, на вторичном рынке, поговорим об аренде. Для людей, которые не любят смотреть длинные видео, анонсирую, что стоимость квадратного метра в городе Львове практически по всем сегментам рынка недвижимости, как по вторичному, так и по первичному рынку, растет порядка 1%. А вот аренда, друзья, с арендой все интереснее, она показывает динамику роста, но эта динамика роста отстает от всех остальных больших крупных областных городов, центров Украины. О всем об этом подробно разберемся в течение всего видео. Досмотрите до конца, будет интересно. В конце видео поговорим о прогнозах до конца 2026 года. Это будет у нас среднесрочный прогноз. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Через призму времени и цифр будем совместно с вами разбираться, что произошло на рынке жилой недвижимости города Львова. Перед вами карта западной части Украины, куда входят 8 крупных областных городов-центров. Сегодня мы говорим о городе Львов, показываю указочкой. Период сравнения будет у нас всего лишь 1 месяц. Помните, что погода рынка недвижимости называется «Мой канал». Я каждый месяц рассказываю вам о погоде, которую фиксирую с помощью программного обеспечения Olymp News. Итак, основные параметры, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец июля 2026 года. Население довоенное 721 тысяча. Думаю, друзья, сейчас Львов без преувеличения город-миллионник, потому что за счет внутренних переселенцев в городе явно больше живет население, но это мои предположения. Напишите, львовяне, кто меня смотрит. Количество предложений на рынке жилой недвижимости уменьшилось до 9520 объектов жилой недвижимости. Это первичный, вторичный рынок, что на 2,4% меньше, чем это было в предыдущем месяце, в июне месяце. Напомню вам еще раз, я работаю с большими цифрами, количество предложений – это не продажи, это зафиксированные с помощью программного обеспечения Olymp News объекты недвижимости, которые выставляются для продажи. Я мониторю все крупные интернет-порталы, доски и так далее. И через призму вот этих больших цифр у меня есть достаточно четкое понимание процессов, которые происходят на рынке Украины. Видим, что выборка репрезентативная, то есть огромное число объектов для сравнения. Она также однородна, так как я еще применяю метод классификации. То есть я классифицирую недвижимость, и об этом мы сейчас будем говорить. Социальное жилье, вторичный рынок показало себе за месяц ничего себе, плюс 0,95% роста, почти 1%. Это много, друзья, даже для города Львова. Социальное жилье, аренда подорожала. Здесь мы сравниваем первый квартал 2026 года с со вторым кварталом 2026 года. Подорожала аренда на 0,68%. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, это у нас также, друзья, вторичный рынок, выросли на 0,95%. Ну, можно, да, смело говорить на процент. А вот первичный рынок квартиры эконом-класс, да, самые бюджетные квартиры, которые строились в городе Львове, они подорожали за месяц аж вообще фантастическая цифра – 2,16%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также подорожал на 1,58%. Ну и первичный рынок элитный класс подорожал на 1,36% за месяц. Итак, подводя итоги, как я говорил в анонсе, по первичному, по вторичному рынку мы видим динамику роста. По первичному рынку порядка 1,5%, а по вторичному где-то порядка 1%. Ну, чуть меньше, 0,95%. Переходим от обобщенных данных, друзья, к более декомпозированным данным и будем уже разбираться, что произошло с тем или иным классом уже в разрезе административных районов города Львова.
Перед вами карта, город Львов в разрезе административных районов, класс социальное жилье, которое подорожало на 0,95% за месяц. Что бросается, друзья, в глаза? Наибольше всего подорожал Шевченковский район на 1,43%. И меньше всего мы видим подорожала недвижимость в Галицком районе, это центральная часть, центральный район города Львова, плюс 0,81%. Переходим к следующему слайду. Очень быстро пройдемся по аренде. Сравнивая первый квартал с вторым кварталом 2026 года, смотрим красный шрифт. Недвижимость, которая сдается в аренду, здесь мы класс социальное жилье в качестве примера вам привожу, подорожала на 0,68%. Об аренде, друзья, поговорим в конце видео. Я более подробно расскажу, почему считаю, что аренда ведет себя логично, рынок аренды, в отличие от вот этого сумасшедшего роста недвижимости по предложениям, которые мы фиксируем. И город Львов, в общем-то, не исключение. Следующий слайд, друзья. Здесь мы посмотрим, что произошло с недвижимостью на протяжении 4 лет войны и сколько там у нас, 8 или 9 месяцев уже, да? Напомню вам, что война началась в 2022 году, 24 февраля. Здесь по квартальные исследования, поэтому мы начинаем с марта 2022 года. В качестве примера класс социальное жилье. Видим, что $916 стоило квадратный метр. Дальше мы видим, это все у нас, друзья, напоминаю, первый год войны, да? Дальше мы видим, что второй год войны в недвижимость в городе Львове стала показывать отрицательную динамику снижения. И с 2024 года, с января месяца, мы видим 2024, 2025, 2026 год. 3 года непрерывного роста стоимости квадратного метра. И уже в июле 2026 года это $1061 за квадратный метр. Друзья, могу вам еще раз напомнить, что данного класса жилье в городе Львове сравнялось с городом Киевом, что никогда не было. Ну, я имею в виду до войны. Киев был самым дорогим городом по стоимости недвижимости всех классов. А вот видим, сейчас город Львов его догнал уже. Итак, друзья, подводя итоги, что же произошло за весь период войны? Внизу экселевские данные в табличке. Видим, что на 15,83% недвижимость подорожала в городе Львове. Это в отличие от восточных регионов, где стоимость снижается. Вчера выпускал обзор по городу Днепр. Вы видели, что там произошло, там отрицательная динамика. Город Одесса немножко растет, но в годовом измерении там рост порядка 4%, а здесь 15%. То есть Западная Украина, это не только город Львов, показывает нам динамику значительного роста стоимости квадратного метра недвижимости. Друзья, переходим от, в общем-то, ретроспективных данных длиною почти в 5 лет уже к сегодняшнему дню и очень быстро закончим говорить о тех процессах, которые я наблюдал на протяжении 1 месяца. Вторичный рынок квартиры эконом-комфорт бизнес-класс подорожали на 0,95%. Можете посмотреть стоимость квадратного метра по административным районам, ну и, соответственно, рост стоимости также по административным районам. А следующий слайд посвящен первичному рынку. Квартиры эконом-класс подорожали на 2,16%. Не знаю, с какого перепуга, но фиксируем данный рост. А также видим стоимость квадратного метра в, так сказать, в абсолютных цифрах, да, и рост в процентном соотношении за месяц. Переходя к следующему слайду, мы будем говорить о первичном рынке комфорт бизнес-класс, который подорожал на 1,58%. Можете посмотреть по административным районам стоимость квадратного метра данных классов. Ну и в данном случае рост тоже всего лишь за 1 месяц. Да, напомню вам, что первичный рынок, друзья, это квартиры, которые не сданы в эксплуатацию. И не факт, что большая часть или меньшая часть данных квартир будет достроена даже в городе Львове. То есть риски просто запредельные.
Переходим к следующему слайду. Это заключительный слайд, который характеризует колебательные процессы длиною в 1 месяц. В данном слайде будем говорить о первичном рынке квартиры элитного класса. Только в 2 районах строятся квартиры с подобными характеристиками. Это Галицкий район и Шевченковский. Ну, львовяне знают, что Шевченковский район, он достаточно такой длинный от центра. Так вот, Шевченковский – это именно центральная часть здесь. А понятно, что он идет там Ресне 1, Ресне 2. Именно только центральная часть, где строятся квартиры подобного класса. Итак, мы видим, что разница присутствует, и все зависит от локации. В данном случае мы видим динамику роста по всем, так сказать, районам, где строится жилье данного класса. Ну и, друзья, традиционно переходим к слайду, где мы будем наблюдать, что произошло в течение года на этом графике рисунке. Период сравнения у нас июль 2025 год, $973. И уже в июле 2026 года это $1061, что показало в годовом измерении рост на 9%. Ничего себе, да? То есть город Львов, ну, кстати, забегая вперед, кто хочет, может найти в плейлисте, что произошло с недвижимостью Украины. Так вот, город Львов, кстати, показывает наименьший рост стоимости, в отличие от такого города, как Ивано-Франковск, Хмельницк и Луцк. Посмотрите все эти данные в открытом доступе, в плейлисте. Данный видеоролик называется «Что произошло с недвижимостью? Июнь 2026 год». Также, друзья, мы готовим, я и компания Alimp Consulting, индексы для украинских банков. Что такое индекс недвижимости? Напомню вам, это макроэкономический показатель, который характеризует изменения стоимости недвижимости во времени. По данному классу жилья он положительный, единичка, запятая 0,90. Как он считается, друзья? Очень просто, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере. 1061 делим на 973 и получаем динамику роста за год 9%. Или же вот этот индекс положительный, единичка, 0,90. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому синергия наших знаний поможет в вашем сложном бизнесе и, конечно же, мне заниматься наукой и развиваться дальше вместе с компанией Alimp Consulting. Друзья, для того, чтобы меня найти, в описании канала есть мой Viber-телефончик, созвонимся, спишемся и, конечно же, составим техническое задание, и вы будете получать раз в квартал полную картинку по рынку недвижимости, по всем его сегментам, что происходит с этой самой недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. То есть или же растет стоимость недвижимости, как в данном случае в городе Львове, или же снижается, как в городе Днепр. Я вчера записывал обзор о Днепре. Поэтому, друзья, еще раз напомню вам, это действительно востребованные исследования, особенно для вашей профессии. Это была реклама, друзья. Заканчиваем, так сказать, с рекламой и переходим к следующему слайду, где более подробно поговорим об аренде. Вверху график рисунок, который мы подробно с вами разобрали. Увидели, что на 9% выросла стоимость квадратного метра в течение года. А вот внизу, друзья, табличка экселевская. Здесь у нас аренда. Аренда того же класса жилья, то есть социального. И, друзья, что видим внизу? Красный вот этот шрифт. Сразу напомню вам, что в генеральную выборку попали 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и выше, которые сдаются в аренду. $793 я привел, есть как в гривне, курс Национального банка на июнь месяц 2026 года, на 31 июня. Сравниваем мы, естественно, поквартально июнь 2026 года с июнем 2025 года. Средняя стоимость аренды по городу 793,
Что показало, в отличие от 2025 года, также июня месяца, вот 768, показало рост на 3,54%. Друзья, вот здесь немножко углубимся, да, можно так сказать, в теорию. Это на самом деле вполне реальные показатели поведения рынка недвижимости в сегменте аренда. Почему? Да потому что вот в качестве примера давайте возьмем, есть у вас 10 тысяч долларов, только, друзья, не цепляйтесь за слова, сейчас начнете там писать мне. Я в качестве простого примера, то есть арифметика там элементарная. Если у вас 10 тысяч долларов, вы решили получать пассивный доход с данной суммы, несете в банк на любой территории, в любом городе Украины, да, и вы узнаете, что вы получите всего лишь 1% годового, так сказать, дохода по данному депозиту. То есть 10 тысяч принесут вам пассивный доход 100 долларов. Риски огромные, банк может закрыться, обанкротиться и так далее. То есть это явно не вариант. А вот если вы приобретете недвижимость за 10 тысяч, квартиру купите, сразу говорю, что вы не купите за 10 тысяч квартиру, но в качестве примера, в качестве, чтобы математика как бы работала, вам проще было считать. Так вот, пассивный доход вы будете получать, если купив квартиру за 10 тысяч, вы будете ее сдавать в аренду, вы будете получать 3,54% в годовом измерении. Если отсюда мы уберем амортизацию, налоги, но налоги никто у нас не платит с аренды, потому что рынок полностью находится в тени, то, друзья, ну, вполне себе, если даже 2,5% в годовом измерении, то есть это вполне себе нормальная, как она называется, процентная ставка, то есть вы пассивный доход будете получать с 10 тысяч 250 долларов в год. При этом это у вас квартира, которая ваша, и она генерирует, в общем-то, такие денежные потоки. В отличие от того, что 10 тысяч, которые лежат в банке, с ними все что угодно может произойти, и при этом там всего лишь 100 долларов. На простом вот таком арифметическом, так сказать, примере рассказал вам, что происходит с арендой и почему я считаю, что аренда в городе Львове ведет себя адекватно, потому что, ну, не может быть, как например, в городе Днепр, который является лидером по росту аренды, там аренда выросла на 8 почти процентов в годовом измерении, то есть, ну, больше, чем в 2,5 раза, чем в городе Львове. Но это связано с тем, что город Днепр является прифронтовым городом, естественно, он наполнен людьми, которые обслуживают военно-промышленный комплекс, это ремонтируют, ну, не все в Днепре, так сказать, специалисты по ремонту там военного вооружения, там изготовления там каких-то беспилотников, возможно. Поэтому вся эта категория людей, работающих в ВПК, они неплохо зарабатывают, живут на съемных квартирах, но и также офицерский состав, линия фронта рядом, офицеры живут не в казармах, а живут в квартирах. Все это создает ажиотаж и не только по городу Днепр, а по всем прифронтовым городам, даже по городу Запорожье, городу Сумы. Мы видим, как аренда растет в годовом измерении на 6%, где-то на 7%, где-то на 8%. А так как город Львов спокойный город относительно, здесь аренда растет минимальными, но вполне разумными, так сказать, темпами. После Львова идет город Киев, там тоже где-то порядка 4% в годовом росте мы наблюдаем аренду. Итак, друзья, ну, вроде как подробно все вам рассказал, закрываю показ слайдов. Давайте запомним еще, вот здесь у нас на 9% стоимость выросла, потому что будем говорить о прогнозах, чтобы у вас осталась, так сказать, цифра 9 в голове. Ну, прогнозы, друзья, в прогнозах я применяю метод многофакторного анализа. Я смотрю через призму цифр, которые характеризуют состояние экономики в целом региона, то есть это есть внутренний валовый региональный продукт. Друзья, вот здесь скажу вам честно, если данный метод работает на прифронтовых где-то городах, да, ну понятно, если в экономике все плохо, а в городе Львове, точнее Львовской области, если вы посмотрите основные макроэкономические показатели и сравните с довоенными периодом, то, ну, экономика также мертва, как и в восточной части Украины, так и в западной происходят те же самые процессы, я имею в виду в экономике.
Так вот, по логике, что происходить должно с недвижимостью? Она должна, недвижимость, дешеветь. Почему? Потому что недвижимость является сегментом украинской экономики. В городе Львове это не происходит, как и во всей западной части Украины. Мы видим, что за год подорожало на 9%. Я все-таки предполагаю, что этому росту рано или поздно придет, так сказать, это, помните, любой пузырь, который надувается, что с ним происходит рано или поздно, он просто лопнет, да? Так вот, если применяя такую, так сказать, конструкцию к рынку недвижимости, что это пузырь, который надувается, 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 а рано или поздно он лопнет. Когда лопнет, я не могу, к сожалению, сказать, но до конца года мы будем видеть все-таки динамику незначительного роста. Я думаю, что по 0,5% мы будем видеть рост стоимости квадратного метра, и того мы где-то в годовом измерении выйдем процентов, наверное, ну, не знаю, сколько у нас там осталось, если мы говорим июль месяц, значит, август, сентябрь, ну, 4 месяца, 4 месяца по 1,5%, то есть порядка, значит, будет 11% роста в годовом измерении в декабре месяце. А вот следующий год, друзья, я предполагаю, что все-таки рынок недвижимости не только города Львова, но и Западной Украины наконец-то начнет реагировать на те внутренние показатели экономики, которые, в общем-то, характеризуют истинное положение дел. Ну, не может в нищей стране, где не осталось практически мужчин, которые не воюют, да, ну, не может расти недвижимость по причине того, что недвижимость растет в том случае, если все хорошо в экономике. Если люди, как помните, зарабатывают. Ну, недвижимость находится вверху потребительской пирамиды. То есть сначала ты зарабатываешь себе там на жизнь, на хлеб, на одежду, потом у тебя появляются личные деньги, ты уже дорогие вещи, машины приобретаешь, и только потом ты решаешься купить недвижимость. То есть исходя вот из этой потребительской пирамиды, мы понимаем, что сейчас люди просто выживают, какой там недвижимость, дорогие вещи, да, быть бы живу. И вот этот неадекватный рост недвижимости, он абсолютно не соответствует как экономике, так и внутреннему настроению людей. Безусловно, есть покупатели, которые на войне, как клопы, напиваются крови человеческой, то есть у них есть возможности приобретать недвижимость, но поверьте, эти товарищи они не покупают недвижимость в городе Львове или Киеве. У них давно там есть недвижимость, то есть они покупают недвижимость за рубежом. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью в Украине, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, лайки, дизлайки ставьте, подписывайтесь. И до встречи в следующих моих видеороликах.